Посмотрите, все ингредиенты для приготовления настоящей итальянской классической лазаньи перед вами. К тому же готовит настоящий итальянец Франко. Начинаем обжаривать мелко нарезанный лук в кастрюле с растительным маслом. Пока лук обжаривается, подготовим остальные ингредиенты, такие как грибы. Как вы видите, Франко теперь мелко нарезает грибы. Лук слегка обжарился, и теперь самое время добавить мелко нарезанные грибы. Можно сейчас посолить. Для этой порции Франко взял 2 морковки. И посмотрите, он всегда любит натирать морковку на терке, но можно также ее мелко нарезать. Это уже по вашему усмотрению, как вы предпочитаете. Но если у вас есть маленькие дети, то натертую морковку им будет легче кушать. К тому времени, пока Франко натирал морковку, грибы с луком чуть-чуть поджарились. Перемешиваем это все, конечно же. Оставляем на какое-то время, чтобы все это вместе хорошенько поготовилось и чтобы все овощи стали мягкие, особенно морковка, конечно же. И затем мы добавим мясо. Всего лишь 5 минут заняло времени морковке поготовиться. И теперь Франко добавил мясо. Это у нас говядина, но можно добавить любое мясо по вашему вкусу, по вашему желанию. У нас 2 банки томатной пасты, каждая по 400 грамм. И Франко всегда перед тем, как использовать, он любит их измельчить блендером, чтобы была однородная гомогенная масса. Итальянцы любят всякие приправы. Вот Франко добавляет сухой базилик. Можно добавить орегано, если у вас есть. То есть приправы по вашему вкусу добавляете. Когда фарш слегка поменял цвет, уже можно добавить томатную пасту. Теперь накрываем кастрюлю крышкой, и когда закипит, убавляем огонь и оставляем еще примерно на 40-50 минут, чтобы соус приготовился. Как вы видите, соус в нашей кастрюле начал закипать. Перемешайте. Теперь надо убавить огонь, накрыть крышкой и оставляйте этот соус на медленно-среднем огне до готовности. И Франко очень любит с этим соусом зеленый горошек. Франко добавляет, как вы видите, довольно большое количество зеленого горошка, но это вы сами решаете по вашему вкусу. Теперь накрываем крышкой и дадим готовиться нашему прекрасному, чудесному соусу. Время от времени перемешивайте обязательно этот соус. Соус готов, и теперь осталось только все красиво уложить и запечь нашу лазанью. Итак, вот первым слоем Франко заливает в нашу посуду для запекания соус. Следующим слоем укладываем листы лазаньи. Следующим слоем добавляем тертый сыр. Любой тертый сыр, какой у вас есть. У нас были 3 яйца, 2 из них Франко сварил вкрутую, и вот так вот нарезает он это яйцо и укладывает поверх сыра. И следующим слоем опять то же самое повторяем. Листы лазаньи укладываем, сыр. И второе сваренное яйцо мы также вот мелко нарежем и добавим поверх сыра. И третье яйцо, посмотрите, это сырое, Франко его не сварил. Его сырым нужно сейчас взбить и сверху на нашу лазанью добавить.
И теперь смело можно ставить в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия, до готовности. Может занять 15-20 минут. Смотрите по своей духовке, пожалуйста. Около 20 минут пробыла наша лазанья в духовке. И посмотрите, как она хорошо запеклась. Все, теперь можно перекладывать на тарелки и насладиться итальянской настоящей лазаньей. Buon appetito ed enjoy lasagne classiche. Спасибо вам за вашу поддержку, за подписку, за ваши комментарии. Я всегда внимательно их читаю и стараюсь по возможности ответить.